Масштабное расследование в Украине из-за гибели летчика F-16. Киев заявляет о сроках завершения боевых действий, а в Узбекистане скандал из-за русского языка. Граждан призвали говорить на узбекском. Что произошло? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Германия мчит на всех парах. В Берлине заявляют о подготовке к перевооружению. Цель – успеть до предполагаемой войны с Россией. Уиткофа просят на выход. Спецпосланник Трампа, который зачастил в Москву и принимал Дмитриева в Вашингтоне, стал костью в горле республиканцев. Детали нового скандала из Белого дома. Черный день для украинской авиации. Зеленский кинул вызов Путину. Детали. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаю. Китайцы, воюющие на стороне РФ, зарабатывают таким образом деньги. В ряды путинской армии они попали исключительно ради материальной выгоды и являются наемниками, очевидно, не имея никакой прямой связи с правительством КНР. Таких минимум 150 человек. Так считают американские официальные лица, знакомые с данными разведки США и бывший сотрудник западной разведки. Их комментарии приводит Рейтер. В то же время Пекин официально отправлял своих офицеров в тыл российской армии для получения тактических уроков войны. Китай на протяжении многих лет оказывал Москве материальную поддержку для ведения войны против Украины, в основном поставляя продукцию двойного назначения, компоненты, необходимые для обслуживания оружия, такого как дроны и танки. Пекин также поставлял России боевые БПЛА для использования на поле боя. Напомню, по данным, которые озвучивала украинская сторона, одной из схем, благодаря которой граждане Поднебесной оказываются на фронте в Украине, является вербовка через соцсети, в частности ТикТок. Там очень много рекламных видео, сделанных Россией. Китайцы, которые решаются стать наемниками, прибывают в РФ, 3-4 дня проходят медобследование, а затем обучение. После этого они присоединяются к войскам Путина для помощи в наступлении. Напомню, что сейчас в украинском плену 2 таких наемника. Зеленский предлагал уже их обменять на 2 украинцев, которые находятся в российском плену. Черный день для воздушных сил ВСУ. В Украине началось громкое расследование. В центре внимания гибель украинского летчика самолета F-16. В ВС ВСУ говорят, что создана даже межведомственная комиссия, которая должна определить причины инцидента в небе. Известно о гибели 26-летнего пилота Павла Иванова. Сегодня пилоты F-16 практически ежедневно выполняют боевые задачи на разных направлениях в невероятно сложных условиях, обеспечивая прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам. Украинские пилоты работают на пределе человеческих и технических возможностей, каждый раз рискуя своей жизнью при выполнении боевых задач. Павел был одним из них. Потерю признал и Зеленский, правда, ни в его сообщении, ни в сообщении воздушных сил не говорится о потере истребителя. При этом в Киеве пообещали ответить Москве сильно и точно. Были необходимые доклады военных относительно этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства. Украинские F-16, Миражи, Миги, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции. Напомню, в августе прошлого года из-за действий США Украина ударила по своему же F-16 и сбила его, потеряв при этом летчика аса. Именно так об авиакатастрофе тогда сообщало издание Wall Street Journal. В публикации шла речь о так называемом дружественном огне, в частности, что по F-16 мог ударить Патриот. Причина – отсутствие ключевой технологии распознавания свой-чужой, которую США не передали Украине. К моменту прибытия F-16 украинские ЗРК Патриот не были оборудованы специальной системой Link-16. Официально эту версию в воздушных силах не подтверждали. Что на этот раз произошло в украинском небе, как считаете? Оставьте свой комментарий на эту тему, а также не забудьте подписаться на наш канал Нехта Лайв и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.
Только Трамп может заставить Путина сложить оружие, а вот Европа не смогла положить конец российско-украинской войне, которая длится уже более 10 лет. В этом признался польский президент Дуда. Теперь козыри в руках 47-го президента Америки. Война продолжается с 2014 года, и Европа не смогла решить эту проблему. Если кто и способен заставить завершить войну России, то, скорее всего, это только президент Соединенных Штатов. Вопрос в том, будет ли он достаточно решительным, чтобы сделать это правильно, потому что здесь, в Европе, которая соседствует с Россией, которая воюет против Украины, очень важно, чтобы мир был справедливым и долговременным. Дуда, в частности, считает, что Трамп очень хорошо понимает и разбирается в том, кто такой Путин. При этом американский президент отказывается полагаться на компетентность своего главного переговорщика Стива Уиткофа, который накануне побывал в Москве и называл Путина неплохим парнем, который заслуживает доверия. Эти слова привели в ярость даже близкое окружение американского президента. Республиканцы максимально обеспокоены действиями Уиткофа. Он уже трижды побывал в РФ, а также принял в Вашингтоне представителя Путина Дмитриева. В интервью Такеру Карлсону, по сути, признал российские референдумы на оккупированных территориях легитимными. Именно поэтому все его действия раздражают соратников Трампа. Уитков должен уйти, а его место должен занять Рубио, говорится в письме от 26 марта, подписанным Эриком Левином, одним из крупных доноров республиканской партии. Письмо, отправленное группе, в которую входили и другие доноры-республиканцы, и с которыми ознакомилось агентство Рейтер, было написано после интервью Уиткофа Такеру Карлсону и его появления на Fox News. В нем Уитков подвергся критике за похвалы в адрес Путина. Война в Украине должна закончиться в этом году. Этого хотят в Киеве. Заявление о сроках завершения боевых действий сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, находясь в Турции. Украина по-прежнему рассчитывает на то, что эта страна будет и дальше прикладывать усилия к дипломатическому решению войны, считает Сибига. Он, кстати, напомнил, что прошел ровно месяц, как Зеленский и США предложили России полное прекращение огня в море, на суше и в воздухе. Но по сей день утвердительного ответа от Москвы так и не поступило. Сибига считает, что пришло время, чтобы Кремль показал, хочет он мира или нет. Мы стремимся достичь справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного мира, и нам нужна поддержка таких стран, как Турция. Мы благодарны Турции за помощь в создании Зеленого коридора в 2022 году. Это было действительно большим достижением, и после переговоров в Джиде, кстати, прошел месяц с тех пор, как Украина безоговорочно приняла американское предложение о полном прекращении огня. Теперь пришло время получить четкий ответ от российской стороны. Безоговорочное «да» прекращению огня. Украина не является препятствием для мирных переговоров или мира. Там же, на одной территории с Сибигой, в рамках дипломатического форума под названием «Возвращение дипломатии в раздробленный мир», находится и российский глава МИД Лавров. Он уже провел переговоры с турецким коллегой Фиданом. Темой беседы в том числе стала и война в Украине. Напомню, буквально 2 недели назад Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным и вновь предложил Турцию в роли посредника между Киевом и Москвой. При этом Анкара настаивает на территориальной целостности Украины и деоккупации Крыма. Служба безопасности Литвы, страны, которая граничит с Белоруссией и Калининградской областью РФ, готовится к новой волне диверсий. В Вильнюсе при этом говорят, что уровень угрозы не изменился. Тем не менее, все в повышенной боевой готовности. О том, что что-то может произойти, заявил спикер парламента Литвы. Информация, предоставленная нашими силовыми структурами, свидетельствует о возвращении серьезной волны диверсионных операций, которые проводились в странах Балтии, в частности в Литве. Сейчас эти дела находятся в суде, и мы все прекрасно знаем, что там планировалось. Нашим силовым структурам предстоит проделать в этом направлении достаточно большую работу. В Вильнюсе дают понять, что прямого военного конфликта ожидать не стоит. Речь идет о возможных диверсиях и актах саботажа. Пресса Литвы при этом напоминает, что в стране сейчас продолжают обсуждать пожар в торговом центре Икеа, который произошел в прошлом году. В деле о поджоге фигурирует гражданин Украины, который, по всей видимости, был завербован российскими спецслужбами. Материалы следствия сейчас в суде. На момент совершения вероятного преступления обвиняемый был несовершеннолетним, пишет ЛРТ. Торговый центр загорелся после того, как в магазине заложили взрывчатку с таймером.
Путин собирается уничтожить НАТО и уже к этому готовится. В этом уверены в Германии. В Берлине вновь говорят об угрозах со стороны России и о новом военном конфликте, который должен полыхнуть уже через несколько лет. Предполагаемая дата неизменна. Это конец этого десятилетия. В Североатлантическом альянсе уверяют, что 5 лет России будет достаточно, чтобы восстановить свои силы после войны в Украине. Такие заявления сделал генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер в интервью Welt. Он считает, что в Кремле поставили перед собой цель дискредитировать западный общественный строй. Моя главная задача на данный момент – быстро обеспечить боеготовность войск, и я должен использовать для этого все доступные на рынке средства. Мы, конечно, сначала смотрим, есть ли что-то подходящее в Германии и Европе. Если нет, то, учитывая нехватку времени, нам приходится закупать в США, если там есть необходимое. 2029 год – наш целевой ориентир. К этому времени мы должны быть в полной боевой готовности. Броер уточняет, что о войне РФ против НАТО он говорит на основе разведданных. Ежегодно около 1500 танков либо производятся, либо РФ снимает их с консервации и ремонтирует. Кроме того, снарядами пополняются склады. Именно поэтому в Германии заговорили о том, что пора привлекать и резервистов. 100 тысяч минимум. У них еще есть время до конца этого десятилетия пройти качественную подготовку. Сейчас Бундесвер насчитывает около 182 тысяч солдат. По данным Deutsche Welle, из-за того, что в Германии контрактная армия, Бундесвер испытывает трудности с набором и сохранением личного состава. Языковой вопрос в Узбекистане – топ-тема последних дней. Дискуссия вспыхнула после видео одного из местных блогеров. Хажи Акбар Насиров был недоволен тем, что в столичном кафе к нему обращались на русском. О том, на каком языке необходимо говорить и немного ли русского в Узбекистане, решил даже разъяснить Минюст республики. Там напомнили, что на госуровне все должно быть на узбекском. Законы, делопроизводство, реклама. Однако в законодательстве Узбекистана нет строгих требований относительно использования узбекского языка при личном общении, уточнили в ведомстве. Это означает, что граждане могут свободно выбирать язык общения, если это не нарушает законов и не создает препятствий для выполнения служебных обязанностей. Блогер, который поднял тему языка, несмотря на заявление Минюста, призвал своих соотечественников говорить все же на узбекском, особенно если это беседа двух узбеков. И именно этот язык должен быть в приоритете, хотя сам Насиров не против и русского. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.